Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Португальская компания Imaginando несколько дней назад выпустила очень необычный плагин. Это синтезатор, но синтезируется в нем не звук, а визуальные эффекты. Поэтому инструмент так и получил название Visual Synthesizer, или просто VS. Принцип его работы заключается в следующем. У вас есть источник звука, например, MIDI-сигнал. Вы направляете его в этот плагин, а далее посредством различных визуальных материалов вы накладываете их друг на друга, редактируете и получаете необычные визуальные эффекты. Также есть возможность добавлять видео или фотофайлы, и все это синхронизируется с ритмом вашей музыки. Выглядит это все очень впечатляюще. Ну а также, как обычно, сегодня разыграю 3 бесплатных кода на этот уникальный плагин. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и быть участником iOS-комьюнити музыкантов Мус Яблоки. Ссылка на него в описании под видео. Большое спасибо Imaginando за предоставленные коды. Всем удачи в розыгрыше и приятного просмотра. Начнем обзор. Первым делом давайте послушаем, как звучат готовые демо-пресеты. Вот в этой части как раз можно открыть несколько готовых демо-треков, а также пресеты от музыканта Perplexon. В качестве источника звука я буду использовать синтезатор DRC от того же разработчика Imaginando. В качестве MIDI-генератора я буду использовать LK. Про этот мощнейший MIDI-генератор у меня на канале есть большой обзор, обязательно посмотрите. Ну а в целом я буду работать в AUM. По этой рабочей станции у меня также на канале есть отдельный обзор, обязательно посмотрите. LK дает нам ноты. DRC эти ноты воспроизводит. VS я добавляю в качестве аудиоэффекта, и для того, чтобы он определял LK, то есть получал MIDI-сигнал, я кликаю в эту область, активирую LK. Открываю интерфейс. Сейчас мы видим, что анимация не поддается синхронизации с MIDI. Для этого необходимо вот здесь вот нажать триггер MIDI. И вот видно, как анимация стала подчиняться MIDI-сигналу. Вот в этой части мы видим 8 основных слоев, а также слой background, то есть всего 9 слоев. Вот эта иконка открывает микшер, и у каждого слоя какие-то свои настройки. Вот эта часть — это, собственно, сами настройки. Тут 3 основных модулятора. Вот если кликнуть еще раз на иконку, то мы увидим 4 LFO, 2 envelope генератора и 4 амплитудных модулятора. Давайте посмотрим, как это все работает. Вот эта кнопка Enable отключает-включает саму анимацию. Кнопка Solo нам будет нужна, когда у нас будет использовано несколько анимаций. Ручка Альфа также будет работать в случае, когда мы будем смешивать слои. Яркость. Скорость. Направляющая X. Направляющая Y. Радиус. Шум. Свечение. Чтобы поменять цвет, необходимо кликнуть вот в эту часть. Также в этой палитре мы видим режимы наложений. Для того, чтобы заменить анимацию, необходимо зажать на слой, выбрать материалы. И вот мы видим немалый список готовых материалов. Ну, допустим, выберем вот такой вариант. Вот обратите внимание, здесь свои ручки.
добавить еще один материал, активирую второй слой. Вот я его добавил, но он не работает. Необходимо включить его и нажать кнопку «Триггер MIDI». Ну и вот обратите внимание, если выбрать первый слой и поворачивать ручку альфа, то она таким образом сокращает влияние второго слоя. И таким способом, добавляя слои, мы делаем все более интересную и интересную анимацию. Посмотрим, как работает бэкграунд. Тут есть готовые материалы от Perplexon. Вот мне такой понравился. Нажимаю Load. Здесь не так-то много настроек, потому что это уже готовая видеоанимация. Как-то трансформировать ее, к сожалению, нет возможности. Но все-таки какие-то настройки есть. Я сбросил пресет. Сейчас мы видим, что каждая нота — это некий отдельный удар анимации. Если нажать кнопку моно, то все эти удары становятся монофоничными, то есть играют как бы вместе. Ну а теперь самое главное. Давайте все-таки разберем, как работает синхронизация видео и MIDI-нот. Открываем настройки слоя. По умолчанию ручка Brightness назначена на блок Envelope Generator, то есть на атаку и decay. Это достаточно удобная и известная терминология для музыкантов, по аналогии с синтезаторами. Еще раз кликаю на иконку, и вот мы видим то, что параметр Brightness по умолчанию назначен на Envelope Generator 1. То есть если я сейчас вот это назначение начну сокращать, то влияние MIDI не происходит. То есть таким образом параметр яркости, то есть вот эта ручка, по умолчанию назначена на вот этот Envelope Generator, в котором есть ручка атаки, то есть время появления, видите, сейчас немножко оно замедлено, и релиз, время затухания, то есть более резко затухает, или более долго. Если какой-то параметр мне необходимо назначить, например, на LFO, ну, допустим, я хочу, чтобы параметр X перемещал по LFO вправо-влево. Необходимо тапнуть и зажать этот параметр. Открывается LFO. Вот мы видим X. Назначаем. И вот видим, как он сейчас перемещается. Возвращаемся в LFO. Крутим ручку Rate. Видим, что быстрее сейчас происходит вращение. Точно так же, если я хочу, например, Y привязать ко второму LFO, я зажимаю на Y. Вот второй LFO. Выкручиваю. Вот этой кнопкой сверху сброшу пресет по умолчанию. И третий модулятор, амплитудная модуляция, работает следующим образом. Давайте Brightness я сейчас удалю с первой огибающей. Двойным кликом сбрасываю по умолчанию. Сейчас мы видим, что ничего не происходит. И нам необходимо, ну, допустим, тот же Brightness прицепить вот к этому блоку. Зажимаю Brightness. Амплитудный модулятор, вот выбираю его. Вот визуально видно, как работает волноформа. Это что-то похожее на плагин Gate. Вот я подмешиваю, он сейчас работает от пиков этого сигнала, либо полностью от всего сигнала снизу вместе с эффектом Delay. То есть можно использовать в качестве модулятора только верхние пики аудиосигнала. Вот получается достаточно такая резкая модуляция. Также можно использовать вот в этой части спектральный режим. То есть работать он будет от каких-то определенных частот. Можно, например, выставить высокочастотный диапазон и вот параметром Threshold подтянуть, чтобы сигнал цеплялся. Либо, допустим, вот в этой части, где сигнал очень активный. Тогда Threshold, наоборот, надо поднять выше. Параметр атаки, то есть время срабатывания. И также параметр релиз. Ручка Gain для усиления сигнала, то есть если сигнал, допустим, тихий. Вот в этой части мы видим ручку Channel, которая позволяет переключаться между MIDI-каналами.
от 1 до 16. И параметр Glide для более плавного срабатывания. Вот эта иконка открывает режим Full Screen. К сожалению, полностью Full Screen внутри AAM сделать нельзя. И для выхода из режима Full Screen кликаем двойным тапом. Для сохранения пресета нажимаете дискетку, указываете название, возможно, какие-то теги, нажимаете Save As. И ваши пресеты будут сохранены в папке Local. Также есть очень полезная функция MIDI Learn. Нажимаю, указываю ручку, кручу какой-то параметр на MIDI-контроллере, и таким образом ручка будет управляться при помощи вашего MIDI-контроллера. В правом верхнем углу мы видим кнопку сброса пресета по умолчанию и кнопки переключения пресетов. Признаюсь честно, для меня это первый опыт использования подобных плагинов, и хочу сказать, что это очень забавно и интересно. Я думаю, что если бы я увлекся Visual Art, то этот плагин точно был бы в моем арсенале инструментов. По сути, здесь огромное количество возможностей, все это можно смешивать, добавлять свои фотографии, свои видео. Спасибо за ваше внимание. Если это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайк. Ну а для тех, кто хочет поддержать мой канал материально, ссылка на донат в описании под видео. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.